Очень часто человек говорит такие слова. Он говорит, в какую страну мне уехать для того, чтобы я чувствовал себя счастливым человеком. А я хочу вам сказать, невозможно переехать никуда, невозможно никак начать жить до того момента, пока у вас не появится в середине вас сердечная радость. Все равно, где жить, если в сердце радости нет. Обязательно обучайтесь на протяжении своей жизни находить сердечную радость. Начинайте произносить слова, как я обучаю это на первой обновленной ступени. Я счастлив потому что, и после этого произносите. Я счастлив, потому что я в квартире. Я счастлив, потому что рядом со мной эти люди. Я счастлив от того, что у меня есть, что есть сегодня. Каждый раз, когда я опускаю голову в свою тарелку и начинаю кушать, я каждый раз начинаю думать о том, что человеку, который ест и считает для себя одним из самых важных качеств быть всегда сытым, все равно на самом деле, за каким столом он ест и в какой квартире. Главное, чтобы еда была. Таким образом, иногда люди совершают ошибку, она заключается в том, что человек начинает думать о том, чего у него не хватает и чего у него нет, вместо того, чтобы получать удовольствие от того, что он имеет и что у него есть уже сейчас. Именно поэтому я часто советую, для того, чтобы человек начал материально расти, для того, чтобы в жизни его происходили изменения, человек должен сосредотачиваться на тех элементах, которые у него уже есть, и те, которые ему нравятся. Иначе вы, наверное, знаете, что без корня дерево не вырастает. Таким образом, то, что у вас есть, является корнем, из которого вырастает дерево вашей жизни. И оно вырастает от того, как вы уже сегодня относитесь к тому, где вы находитесь, что вы кушаете, с кем вы живете. В случае, если ваш корень прямо сегодня зарождающегося дерева приносит вам страдания, и вы не замечаете, что у вас есть еда, не замечаете то, что вы живете, и вам есть где спать, есть что есть какой-то доход, есть в конце концов те люди, которые рядом находятся, и хоть пассивно или там негативно, но они все равно есть и являются вашей жизнью, это все равно поддержка. То это говорит о том, и если вы в этот момент начнете быть счастливыми хоть чуть-чуть от того, что это есть, то вы вылечите свой корень, который даст правильные плоды, и ваше дерево вашей жизни обязательно создаст новые условия в вашей жизни, при котором, скорее всего, появится счастье в жизни. До того момента, пока человек не воспринимает свой корень, и до того момента, пока он всеми раздражен, и все очень плохо, и там я ем это невкусное, лежу это плохо, мне не нравятся эти люди, мне раздражает это, или вы все время ищете, чего у вас еще нет, знаете, вы разрушаете то, из чего строится будущее, разрушаете настоящее. Тем самым хочу вам еще раз сказать, не разрушайте это, применяйте метод, при котором человек должен себе произносить как можно чаще такие слова. Я счастлив, потому что я ем, я счастлив, потому что я здесь, я счастлив, потому что вокруг меня красиво, я счастлив, потому что я сыт, я счастлив. Очень часто человек обращает внимание на претензии. Такая претензия может разрушить всю его судьбу. Но послушайте, неужели так все плохо? Ведь у каждого человека, который живет и функционирует, есть свое тело, оно здоровое или оно есть просто, есть где есть на чем спать, есть тепло и все остальное, оно же есть. Ну, разве нет ничего плохого в жизни? Вот если находить по чуть-чуть в плохом хорошее, или находить в плохой жизни по чуть-чуть что-нибудь хорошее, то вот это хорошее, это будет семенем, которое в дальнейшем разрастутся в полноценное дерево вот такого благополучия и такого внутреннего счастья. Вот так это все устроено, вы представляете? Спасибо, Алина Емченко. Итак, если у вас нервное состояние или депрессия, как можно избавиться быстро? Я могу сказать, необходимо стать как жабка, указать большой палец левой руки, необходимо приложить вот так вот к колбу, согнуть ножки и вот так стоя начать очень быстро дышать. Если у вас паническая атака, депрессивный эпизод, нервное состояние, обижаетесь или злитесь на кого-то, то станьте вот так, как лягушка, и начните дышать, прикасаясь средним пальцем к себе к колбу. Вы будете в восторге от того, насколько быстро это все убирается. Дальше. Скажите, пожалуйста, можно ли заниматься практиками с мастер-класса по астралу при вирусных заболеваниях? Да. Мне после занятий по накоплению ментальной энергии становится легче. Да, астрально, наверное. Спасибо за такой замечательный мастер-класс. Все практики отложила временно, занимаюсь только этим.
Ольга Васильева, подскажите, пожалуйста, что делать в случае, когда нет сил заниматься? Я прохожу первые ступени, все бы хорошо, а сейчас резко ухудшилось состояние. Останавливаться не хочется, хочу идти дальше, а сил не хватает. Вы болеете аутоиммунным заболеванием щитовидной железы. Ольга Васильева, сдайте анализ АТТПО Т4 и после чего начните принимать препараты для поддержания щитовидной железы. Вам сразу же станет лучше. Сколько по времени строить цилиндр, как понять, что делаешь все правильно? Стройте цилиндр каждый день на протяжении 1 месяца. Со временем, через 7 лет, вы поймете, как он работает, вы начнете его ощущать в себе, как беспрерывный тоннель или беспрерывный такой поток бесконечной энергии, внутренней радости. Это будет на более высоких ступенях. Любовь Кашура, здравствуйте, скажите, пожалуйста, когда говорят, что не хватает внутренней энергии, это означает, что не хватает психической энергии? Да. Или какой-то еще, это не хватает астральной энергии, которая является потенциалом. Мы же можем, вот у нас не хватает физической энергии, каким образом это проявляется? Если физической энергии не хватает у человека, то он утром просыпается и не может присесть, не может встать, не может поднять, у него нет сил. Далее не хватает чувственной энергии, человек не может обниматься, не может никому сказать хорошие слова, не может думать. Дальше не хватает энергии сознания, Шень, у человека не может запомнить 3 слова, не может ничего сделать. Не хватает астральной энергии. Не хватает астральной энергии, и астральная энергия накапливается, когда человек выполняет астральное накопление энергии, это дыхание в дневное время, более глубокие, чем выдохи. И не хватает астральной энергии, человек не может ночью не может выспаться, просыпается весь как поломанный. Не хватает ментальной энергии, заснуть человек не может, то есть он менталом не может погрузиться в астрал. Таким образом, не можете заснуть вечером, не хватает ментальной энергии, не можете проснуться, не хватает астральной. А что такое пси-энергия? А психическая энергия, она отвечает за события. То есть вы хотите, чтобы такие события произошли, вы хотите богатства, и вам нужен какой-нибудь механизм. И вот психическая энергия возникает, когда мы получаем радость и удовольствие или заставляем себя ее испытывать. И это является той энергией, которую можем в дальнейшем использовать для того, чтобы появилось в жизни счастье того, чтобы наши мечты исполнились. Ксату Ксатуна. После 2-й обновленной ступени появился новый доход нормальный, а сил делать практики нет. Не нужно, не нужно. Хотя слушаю шум для увеличения пси-энергии, этого достаточно. Сколько ждать и что делать, чтобы сохранить прибыль? Ничего не делайте, работайте, и прибыль сохранится. Сегодня я дал 2 практики, выполняйте их. Это очень улучшит ваше материальное благополучие. Себя на кладбище во время проводов, оставлять на могилке сладости, булку или нет. Это не имеет никакого значения, но есть то, чего делать категорически нельзя. Праздник горки, да, его называют, нельзя делать на кладбище. Первое, танцевать, веселиться, громко петь, смеяться. Не поднимать вещь, если она упала на землю, ну, естественно, в случае, если эта вещь вам не нужна. Если деньги там уронили, ничего страшного, можно поднять. Ключи от квартиры, там, барсетку, паспорт и так далее. Но в случае, если вещь ненужная вам, ее нужно оставить. Также, я не буду объяснять для того, чтобы никто не делал, иногда вы можете находить деньги на кладбище. Вот хочу вам дать совет, ни в коем случае деньги на кладбище не поднимайте. Ни в коем случае. Дальше. Что оставлять можно? Все, что хотите. Можете оставлять. Пасху обычно оставляют, яйцо закапывают. Но вот веселиться, есть и выпивать на кладбище не очень хорошо. Но тоже не критически. Не поднимайте ничего с земли, если упало или валяется чужое что-то. Это праздник поминания. Праздник необходимо праздновать дома с семьей. А на кладбище праздновать как праздник не нужно. Пришли, помянули, сказали спасибо, мы всегда вас помним, простите нас за все. Ну и мы тоже вас за все прощаем, живите, вернее перерождайтесь. Ну а мы будем жизнь для живых, а смерть для мертвых. Никогда ничего не просите у мертвых людей, делать этого нельзя, не исповедуйтесь мертвым, это все приносит огромные неприятности, и в жизни вашей может случиться драма и трагедия, потому что может произойти какое-нибудь горе. Интересно, спасибо. Здравствуйте, почему, когда одновременно происходит несколько событий в одно время, ждешь неделю, никто не звонит, а потом в раз и в несколько человек, и все важные?
Это все проблема, которая связана вот с чем. Человек обычно, когда думает о чем-то, то он мечтает в одну точку. Ой, мне позвонят, у меня это получится, у меня это получится. Это все происходило в одно время, в одной точке. Если вы мечтали в одной точке, то и позвонят все в один день. Вообще я хочу вам сказать, для того, чтобы мечты ваши сбывались, меньше мечтайте. Я говорю это серьезно. Обычно женщины склонны, да и мужчины склонны делать так. Нужно подумать, нужно помечтать, нужно вот об этом подумать. Да не нужно думать. Решили — делайте. А не делайте, тогда и не думайте. Вспомните первую ступень моей школы. Я об этом очень часто говорю. Здравствуйте. Если человек осознал, что на протяжении жизни зло, что он чудовище, зачем вы так? Если человек осознал, что он чудовище, творил на протяжении жизни зло, был эгоистом и ощущает огромное чувство вины перед близкими, особенно перед собственным ребенком, кто же ему это? Вы разрушили человека, это ж как ему теперь жить? Это как Рубик, убрали середину, и все вокруг этого рассыпется. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс у такого человека выровнять судьбу, очистить карму ребенку или свою, искупить вину, получить право на новую счастливую жизнь, встать на путь духовного роста? Заранее огромное спасибо вам за ответ. Да. Осознание и неповторение ошибок и есть новый виток и новая жизнь для этого человека. Не нужно считать, что там карма, ребенок и так далее, все будет нормально. Поэтому можно ли как-то ускорить этот процесс? Вот такой вопрос. Можно ускорить. Каким образом? Быть примером. Быть примером благочестия, быть примером проявленной доброты, быть примером восторженного счастья, быть примером радости, быть примером для того ребенка или для тех детей, которые живут, чтобы они брали пример. Ведь человек, он хороший или плохой не из-за того, что он хорошо или плохо с кем-то разговаривает. Я часто вижу хороших политиков, которые привели страну к тому, чтобы $2,5 в день тратили люди на еду, знаете, которые умирают от голода, скорее всего, и не имеют возможности купить себе одежду. И они очень хорошо выступают, они хорошие люди, они добрые люди и так далее. Ну а почему же они такие хорошие? Но дело в том, что есть еще один пункт, который делает человека хорошим. Этот пункт, на который очень часто люди не обращают внимания. Это поступки человека. Не то, что он изменился, отлично. Нужно теперь изменить поступки. Если поступки будут хорошими, значит человек изменился. Я знаю миллионы людей, которые каются там, мы грешные, прости Господи, приходят домой и говорят: ты падла, чтоб ты сдохла, я тебя ненавижу, и там, чтоб ты подавился вообще, я тебя всю жизнь растила, теперь ты не должен или должен, я тут за вас молюсь целый день, а вы вот такие сволочи и так далее. Я это вижу. Они каются и после этого поступками создают, наоборот, еще худшие условия для близких. Не нужно раскаиваться, не нужно говорить, не нужно убеждать. Делайте поступки. Поступки есть то, что делает человека без слов, хорошим или плохим. А вот говорить: ой, я такой хороший, я такой хороший, я такой добрый, я такой, потом детей обижать дома, бить их там, жену деспотировать, там с утра до ночи нервничать, орать вот так вот в лицо и плеваться на кого-то, издеваться, писать письма плохие, жаловаться, критиковать, выпускать пар свой постоянно где-то среди людей. Эти поступки, конечно же, недостойны. Мне нравятся очень верующие люди. Очень часто даже, смотрите, верующие люди, допустим, какой-нибудь религии, там у них сказано о том, что верующий человек — это человек, который должен быть примером. Верующий человек — это тот, который не будет критиковать, не будет обижать и не будет ненавидеть. Даже на боль любую будет реагировать с позиции адвайты. То есть если ударили в одну, подставь другую.
и так далее, знаете. То есть, кем был Иисус Христос, допустим? Иисус Христос был проявлением абсолютной доброты и добродетели к людям, абсолютного самопожертвования. О каком самопожертвовании могут говорить руководители религиозных христианских течений, которые, выступая, говорят о ненависти, о том, что необходимо необходимо ругают людей, о том, что нетерпимость проявляют свою. Ну, что это такое? Такая религия должна сделать человеком образцом. Есть ли такие люди? Конечно, они есть, несомненно. Есть образцы религиозных воздвижников христианства. Есть обычные семьи, которые, допустим, прожили. Вот в Канаде есть семьи русских людей, которые во времена большевиков, когда большевики и меньшевики начали преследовать религию, они в эти времена эмигрировали в Канаду. И там в Канаде живут. Они до сих пор исповедуют свою религию. Они примеры благочестия, верности, следуют своей религии. Вот пусть такая религия будет, она вот в таком виде прекрасная. Она в таком виде идеальная и прекрасная. Там видно радость, видно уважение, видно любовь, видно желание человека для многих что-либо создавать. Это прекрасно. Я видел таких людей в Египте. Это люди, которые исповедуют ислам, и которые в Турции видел таких людей, которые исповедуют ислам, и которые просто показатели благочестия. То есть они накормят людей, они помогают людям, они содержат там детские дома, они помогают там покупать препараты в больнице, они помогают и дают даже больше, если у кого-то там в семье или у кого-то там плохо, это директора или владельцы завода. Счастливым. Сейчас я объясню, что такое счастье в моем понимании. Человек стремится быть счастливым, но при этом не понимает, что он должен ощутить в тот момент, когда он останется или станет счастливым человеком. Будет ли он в тот момент счастливым? Почему? Дело в том, что очень часто люди сами для себя не понимают, что такое быть счастливым человеком и что же оно настоящее счастье. Но начать все равно придется немножечко со следующего. Давайте определим или поищем это счастье в своей жизни, определим для себя, что же такое настоящее счастье, можно ли его каким-либо образом найти и что в глазах людей обозначает это счастье. Некоторые люди думают, что счастье это когда близкие им не перечат. Кто-то думает, что счастье заключается в их популярности. Кто-то, возможно, считает, что счастье в деньгах, в материальном благополучии или в их количестве, счастье во власти и так далее. Но я хочу вам сказать, что это все меркнет перед пониманием своей жизни. Оказывается, в случае, если у человека будет выбор большое количество денег или жизнь, вас слушаются или умереть, то, скорее всего, любой здравомыслящий человек, скорее всего, выберет для себя жизнь. Потому что, скорее всего, как бы кто ни говорил, жизнь является самым основным достоянием человека. И, скорее всего, самым дорогим достоянием. Потому что, если у человека нет жизни, все остальное теряет значение. Таким образом, можно ли сказать, что жизнь является элементом счастья? Обычно люди, имея самое дорогое в своей жизни, это жизнь, начинают искать счастье в жизни, не понимая, что жизнь это и является элементом счастья для человека. Когда человек не может... Обычно жизнь, для чего человек, что ищет человек в своей жизни, что такое счастье? Счастье это, скорее всего, тот момент, когда человек получает удовлетворение, удовольствие или наслаждение. Когда, допустим, человек хочет находиться в тишине и кто-то ему мешает, то этот человек вызывает его раздражение, так как человек в тишине ощущает состояние наслаждения и состояние радости. Таким образом, можно условно сказать, человек на протяжении своей жизни, как правило, ищет наслаждения и удовольствия. Таким образом, настоящее счастье, по мнению многих людей, является элементом наслаждения и удовольствия. И очень часто человек начинает
стремиться к наслаждениям и удовольствиям, которые могут появиться в его жизни. Они могут быть мимолетными, они могут быть связаны с тем, что человек хочет отдыхать, и ему кто-то мешает, и это его раздражает. Или там человек хочет покушать, или хочет, чтобы ему никто не мешал. В тот момент, когда не хочет, чтобы ему кто-то мешал, у него есть стремление к тому, чтобы полежать, и это полежать является его состоянием удовольствия. То есть в случае, если дать в этот момент человеку полежать, он получит состояние удовольствия. Когда человек не может найти состояние удовольствия, он пытается изменить всех окружающих людей, таким образом думая, что он может изменить окружающий мир и окружающих людей в сторону того, чтобы быть абсолютно счастливым человеком или быть всем абсолютно удовлетворенным, считая, что он может изменить всех под себя. Естественно, обычный человек или просто человек не может изменить окружающих людей. Он не может изменить всех людей, живущих вокруг него в семье или в миру. И обычно на этом фоне он начинает испытывать бесконечные состояния стресса. Существует ли тайное слово, которое может помочь человеку изменить такое отношение к жизни? Оно существует. Необходимо лишь в какой-то момент осознать, что наша жизнь и есть удовольствие. Необходимо осознать, что искать удовольствие нет смысла, так как самое дорогое, что есть у нас, эта жизнь, является уже элементом удовольствия. И нет, наверное, нет смысла стремиться к тому, чтобы изменить мир, а есть стремиться к тому, чтобы осознать, что ты имеешь свою жизнь, а значит имеешь счастье и имеешь удовольствие. Я рекомендую этим заниматься. Попробуйте в какой-то момент понять, что у вас есть удовольствие в вашей жизни, у вас есть счастье в вашей жизни, и в тот момент, когда вас будут раздражать ваши близкие, или в тот момент, когда вы будете бояться чего-либо, или будете стрессовать, или что-либо с вами будет происходить, говорите слова, говорите: у меня уже есть моя жизнь, ничто не помешает мне прожить ее счастливо. Таким образом, или ничто не помешает прожить ее в состоянии удовольствия. Жизнь можно жить так, чтобы постоянно искать счастье и искать самое дорогое удовольствие, которое может быть в жизни. Но жизнь можно прожить еще и по-другому. Если человек начинает считать, что жизнь для него является самым дорогим даром, который может быть у него на земле, то, проживая эту жизнь, наслаждаясь каждым моментом, проживая эту жизнь, наслаждаясь этой жизнью, можно как испить вкусное вино или как кушать самую вкусную еду. Таким образом, каждый день для человека может быть удивительным, если он его рассматривает как драгоценность, которую он каждый день получает. Таким образом, если человек воспримет свою жизнь и поменяет состояние «я ищу наслаждение, удовольствие и радость» на «я имею наслаждение, удовольствие и радость», которая является моей жизнью, тогда этот человек, принимая свою жизнь, сможет прожить счастливо. Такой вот простой эзотерический опыт с таким вот простым эзотерическим решением. В сторону женщине сзади пионерка, то есть фигура красивая, на лицо пенсионерка. Как помочь себе выглядеть соответственно с фигурой? Крема, маски использую, хочется выглядеть безупречно, но возраст берет свое. Долгое время использую мантру в полнолуние Чандраяна Мах. Спасибо вам большое, низкий поклон вам за то, что вы для нас делаете. Как бы человек не убегал от возраста, избавиться от него невозможно. Что может разгладить человеку лицо, и есть ли такие методы, которые могут разгладить? Есть такие методы. Первый метод. Необходимо обязательно набрать вес. Чем худее человек, тем взрослее его лицо. Второе. Необходимо стимулировать мышечные ткани. Для этого необходима зарядка. Дальше. Миомассажеры, то есть делать какие-то гимнастические упражнения, чтобы мышцы на щеках были у вас напряжены, или делать какие-то элементы напряжения. Дальше из продуктов питания как можно больше кислой
кисло-соленой пищи. Обязательно еду начинайте с кислого огурца, кислого помидора, кислой капусты, вот так. Обязательно много ешьте там моцареллы, творога, вот такой вот кислой пищи. Она очень улучшает человеку внешний вид. Есть каолиновые маски, они высветляют кожу и делают ее, подтягивая ее. Из народных таких рецептов очень помогает, говорят так, очень помогает корень белой акации. Если взять корень белой акации, высушить, выстругать из него древесину и измельчить ее и пить из нее чай, делать примочки из этого чая на лицо, то вот такая древесина очень восстанавливает, омолаживает кожу и омолаживает, убирая у человека годы, которые внешне очень сказываются на лице. Также еще один нюанс. Лицо человека, который становится старше, очень похоже на лицо плачущего человека. Почему? Так Бог пошутил. Он делает человека старым и ставит отпечаток горестных событий его прожитой жизни. Ну и, конечно же, одна из идей таких, она заключается вот в чем. Если человек не горюет, не вспоминает прошлого, а каждый день старается как можно больше хохотать и радоваться, то у него может появиться совершенно другое лицо. Доказательства — это не мои слова, это слова, которые в свою очередь когда-то говорил Девраха Баба. А это человек, который прожил 250 лет. Узнайте о нем в интернете. Это не обман. Люди — это колебания энергии, да, я так считаю. До марафона 5 появляется в продаже ваши карты. Нет, еще не появится. Сегодня делал. А мне звонят и предлагают заказ. Андрей Андреевич, это волшебство. Пусть всем, кому не хватает фортуны, пусть у всех появится сегодня немножечко больше, и пусть у каждого появятся варианты и возможности. Елена Литвиненко. Добрый вечер. Имеет ли значение, что после развода у меня и у ребенка осталась фамилия бывшего мужа? Пока он лежит в ПНД, но не хотелось бы, чтобы он хоть как-то опять появился в нашей жизни, или не париться насчет фамилии. Как вообще определять, подходит фамилия или не подходит, что это такое фамилия? Фамилия обозначает род людей. Вот, допустим, такой род. Королева Виктория. У них же есть фамилия какая-то там английская. Так вот, сейчас посмотрим. Королева Виктория, фамилия. Фамилия королевы Виктории. Так, Виктория Александрина. И фамилия у нее Кенская, да? Императрица Виктория Эдуарда, герцога Кенского. Ага, она Виктория Саксен-Кобург-Зальфельдской. И почему у нее так много фамилий? И Зальфельдские и так далее. Почему берут много фамилий, с чем это связано? Жило два мужчины, допустим, я и мой племянник. Вот у моего племянника все в жизни очень плохо. Он создал свою семью, и у семьи тоже все очень плохо. И вот так они жили, много у них было в роду горестей, кого-то там забрали на войну, у кого-то там случились какие-то несчастья и так далее. А у меня наоборот, все дети там выросли счастливыми, удачно вышли замуж и так далее. И после этого, допустим, моя дочь вышла замуж за мужчину, у которого в семье все были алкоголиками и плохо кончались. А она из семьи, где родители хорошо друг к другу относились, где достаточно много было материального благополучия. Так вот, дочь в этом случае может оставить свою фамилию, потому что такая фамилия даст ей энергию и везение нашего рода. А в случае, если она оставит эту фамилию и возьмет фамилию, допустим, своего рода или рода того мальчика, то у нее в жизни может превратиться или произойти коллапс. Это может повлиять на то, что у нее появится желание принимать алкоголь, там, и судьба у них будет не очень хорошая. Поэтому в случае, если у вашего мужчины в роду были все научными сотрудниками, очень умными людьми, талантливыми, творческими людьми, не было алкоголиков и род был хороший, то можно оставить фамилию отца. В случае, если род был плохой, то тогда фамилию. Андреевич, можно ли 32 слова Бога читать и на сына? Нет. И еще вопрос: работа с алтарем по сжиганию долгов выполнять 2 раза в месяц. Почему? Выполняйте практику из 1-й ступени сжигания
долго. В случае, если вы не прошли первую ступень, то вам вот эти обряды, 32 слова Бога, не улучшат состояние ваше, а во много раз ухудшат. И поэтому, наверное, делать я вам это совсем не рекомендую.